следующий день, после долгого маневрирования, Андрею удалось подойти к Фобосу, спутнику Марса. Этот средних размеров астероид, по форме напоминающий картофелину длиной 26 километров, тоже приготовил для Андрея несколько сюрпризов. Когда корабль подошел к Фобосу на расстояние нескольких километров, и громада этой парящей в пространстве горы наполовину заслонила собой диск Марса, Андрей вдруг услышал шум, очень знакомый шум, но совершенно неожиданный здесь, за десятки миллионов километров от Земли. Это был шум дождя, стучащего по крыше. Что-то тихо, как дождик, барабанило по обшивке бурана. Приглядевшись, Андрей обнаружил, что корабль движется сквозь завесу пыли и мелких камушков, неподвижно парящих в пространстве. Это его насторожило. Хотя притяжение Фобоса и ничтожно, его вполне достаточно, чтобы вся эта пыль за несколько лет осела на его поверхность. Собственно говоря, пыль и сейчас не висела неподвижно, а падала на Фобос, только очень-очень медленно. Значит, совсем недавно что-то столкнуло всю эту пыль с Фобоса. Впрочем, это мог быть всего лишь удар метеорита. Корабль медленно шел над неровной, изрытой кратерами поверхностью Фобоса. Серый камень и черные тени. И вдруг, первая неожиданность, красные буквы на белом фоне. СССР. Космический аппарат валялся на боку. Это был автоматический зонд Фобос-2, связь с которым прервалась 27 марта 1989 года, когда он подходил к Фобосу. На его обшивке виднелась рваная дыра от удара микрометеорита. «Значит, ты все-таки добрался до цели, старичок», — сказал Андрей. Последний раз он видел станцию Фобос-2 32 года назад, незадолго до ее старта с Земли. Корабль медленно обогнул Фобос, и здесь, на другой стороне, Андрея ждал еще больший сюрприз. На дне многокилометровой борозды лежал огромный космический аппарат, не менее сотни метров в длину. Вне всякого сомнения, это был черный айсберг. Очертания его точно совпадали с теми, что были видны на снимках аризонских астрономов. Однако он больше не поглощал всего падающего на него света. Его обшивка тускло поблескивала под слоем осевшей на него пыли. Андрей включил все имевшиеся у него приборы. Черный айсберг не излучал никаких радиосигналов, его температура равнялась температуре окружавших его камней. Он был мертв, и нигде не было видно никаких следов другой ракеты, той, которую собрали на Земле роботы. Андрея оторвал от приборов внезапный звук взрыва и сильный толчок, прошедший по всему кораблю. Взглянув в иллюминатор, он увидел быстро удаляющегося от корабля боевого робота с включенными реактивными двигателями. Кожух его лазера еще светился от перегрева темно-красным светом, но быстро остывал и темнел. Андрей ринулся к заднему иллюминатору. Обломки ядерного двигателя, доставившего Андрея с околоземной орбиты на околомарсианскую, разлетались в разные стороны. «Все равно, у меня был билет до Марса только в один конец», — сказал он сам себе.